Тема у нас сегодня будет интересная. А где я теперь буду смотреть все, что я привык смотреть? Я сюда захожу деградировать, а не ваши загадки разгадывать. А скажи, пожалуйста, а для чего вообще YouTube нужен? Путина можно, да, выпилить. Я это считаю, это friendly fire. Это игра за противника. Чуваки, это friendly fire происходит. Че вам, говорит, сложно YouTube скопировать? Мы будем бороться с этой штукой, потому что она вызывает привыкание. Дикпики ваши никому не интересны. Простите, пожалуйста. Тут вопросы просто к тебе, Паша. А как ты находишь этот контент? Зачем ты его ищешь? Да хреновый, лучше не будет пока. И это важно понимать. Блин, я становлюсь депутатом. Я тоже хотел тебе сказать. Друзья, приветствую вас всех на нашем честном подкасте канала Победа 945. Ее постоянные ведущие Сергей Черкасский и Павел Кухаркин. И сегодня у нас интересный гость. Я думаю, у вас будут вопросы, которые вы можете оставить впоследствии в комментарии. Илья обязательно прочтет. Илья Емелин, он руководил дирекцией по контенту нашего отечественного видеохостинга Рутуб. Всем привет. Тема у нас сегодня будет интересная. Да, горячая, наверное. Не, ну я на самом деле начну с комплиментов. Во-первых, Рутуб, у меня есть там канал, и меня ни разу не удалили, за что большое спасибо, в отличие от других сервисов. Я в последнее время действительно много смотрю Рутуб, ввиду того, что на телевизор я просто не знаю, как поставить, и мне просто лень разбираться в VPN, и там есть сериалы, фильмы, которые у нас, с одной стороны, невозможно нигде посмотреть, какие-то даже запрещены, а там они есть. И в этом плане у меня большое потребление. А есть большое количество блогеров, которые там дублируют контент, и я люблю засыпать под видео. Поэтому, в принципе, если ты хочешь там в зале так развалиться под телевизор, мне это удобно. Но при этом, параллельно с этим, огромное количество людей испытывают определенный дискомфорт, да, из-за того, что там лишают западных сервисов. Вот, по сути, лишая вот такой прямой конкуренции. Считаешь ли эти действия там оправданы? Да? Из этого на ровном месте негатив есть к ресурсу. Так, ну давайте начнем, наверное, с таких базовых вещей. Я немножко о себе расскажу, потому что я не слишком, наверное, популярный и известный медийный чувак, но определенные заслуги у меня есть. Я порядка 20, до того, как прийти в медийку, я порядка 20 лет проработал в телекоммуникациях и связи. Отвечал за очень много разных направлений, начиная от там, технических поддержек, заканчивая различными департаментами управления клиентскими или пользовательскими базами. После чего пришел как раз-таки в «Газпром Медиа Холдинг» на позицию директора по клиентскому опыту в Рутуб. И, наверное, с этого начался мой такой большой карьерный путь в медийке. Пришел я в Рутуб, в котором, условно говоря, МАУ, да, это месячный показатель аудитории, был порядка 2,5 миллионов пользователей. Это в каком году? Это был 21 год, октябрь. В год или в месяц? В месяц. МАУ — это Monthly Active Users, это ежемесячная аудитория. Ну и, собственно говоря, за последние 4 года, да, там, до моего ухода из компании, когда я уходил, было уже порядка 85 миллионов. То есть рост, понимаете, какой произошел, и тот как раз-таки момент, Паша, о котором ты говоришь, связанный с контентом, это, наверное, одна десятая из причин такого бурного роста. Если говорить о ограничениях, в первую очередь, конечно же, ограничения, которые все вот эти там 4 года постепенно реализовывались в нашей стране, они как и негативно, так и позитивно, конечно же, отразились на платформе, да и не только на Рутюбе, но и на всех отечественных платформах, потому что платформ в нашей стране там больше десятка можно посчитать. И ты вот говоришь о том, что вот этот, я его называю окололегальный контент, ну, потому что владельцы ушли из страны, да, и как бы у конкретного контента в нашей стране нет владельца, поэтому как бы он и не является не нелегальным, но и при этом как бы не является легальным. То есть он такой окололегальный. Вот. И если более детально посмотреть на все платформы, которые в нашей стране сейчас есть, на всех этих платформах этот контент есть. Так в чем же секрет? Это, да? знаешь, как ЧВК, частный видеоконтент. Условно говоря, да. В целом хороший термин, который можно внедрить. Прикольный факт, что этот контент доступен только в России. Но если я в России с VPN захожу на Рутуб, там хочу посмотреть какой-нибудь фильм, он мне не показывает. Короче, нету ничего такого. И эти ограничения тоже понятны. Причем это не только в Рутубе,
Рутюбе, но это и в ВК, и в Одноклассниках, и даже в той самой платформе, как вы помните, которая успела запуститься и успешно кануть в лету за последние несколько лет. Убийца YouTube, да. Убийца Рутуб. Вот. Там везде этот контент есть, но вопрос в другом, почему этот контент смотрят или не смотрят, да? А здесь ответ достаточно простой, просто помимо наличия самого контента очень важны интерфейсы, важно управление, да, потому что, например, тот же VK, если вы откроете, вы увидите там весь тот же самый контент, все те же серии, сериалы, фильмы, все остальное. Но управлять им неудобно. У тебя там просто какая-то помойка, ты не понимаешь, где у тебя какая серия, где у тебя какой перевод. Хотя студий, которые занимаются переводами, достаточно много. Вот. И в этом ключевой момент, потому что в Рутюбе нам удалось реализовать очень крутую историю там, с сериальным просмотром, потому что у тебя одна серия включается следом за другой серией и так далее. Это максимально удобно. Как раз-таки о том диванном смотрении, о котором ты говоришь. Если ты сидишь на диване и смотришь там, например, какой-то сериальчик, то тебе, конечно же, не хочется лишний раз руку протягивать, переключать вообще даже что. Просто чтобы оно само крутилось, и ты просто хочешь потреблять этот контент. Этот паттерн известен, он понятен, и он предсказуем, его можно реализовать. Это вопрос, сразу забегая наперед, почему Рутубу это удалось реализовать, а конкурентам, скажем, на внутреннем рынке нет. Ну смотри, если говорить вообще о внутреннем рынке, я бы не сказал, что мы все играем в какую-то честную игру, да, если мы говорим про конкуренцию. Потому что у некоторых компаний есть понятные там, преференции от государства, в том числе, а у других компаний этих преференций нет. Поэтому, конечно же, кто-то заморачивается, делает хороший продукт, кто-то очень много сил вкладывает в то, чтобы этот продукт развивать, а кто-то целенаправленно занимается другими вещами, другими историями. Вот и все. Тут максимально просто. Слушай, не могу не спросить. Вот ты сказал про цифры, что, значит, с 2 миллионов на 84, да, по-моему, миллиона ты сказал. Вот я, в принципе, за то, чтобы развивать свои российские площадки. Это, как бы, я считаю, круто, и это, в принципе, то, что будет делать каждая страна в любом случае. Это такие тренды. Но насколько вот повлияла вот эта вот история в контексте цифр, с замедлением Ютуба? То есть, я могу, это решающий фактор? Могу рассказать. Нет, на самом деле это был не решающий фактор, потому что при замедлении YouTube у пользователя, естественно, он сидит и думает, а где я теперь буду смотреть все, что я привык смотреть. И он такой, у него там 8-10 площадок в нашей стране, которые занимаются в том числе распространением информации, я имею в виду там видеохостинги, различные социальные сети и так далее. Куда приземлиться, естественно, надо пробовать все. И здесь уже вопрос продукта, потому что, как я говорил, контент уже есть, а продукт — это, наверное, самое важное с точки зрения доведения информации до конкретного пользователя. Вот. Если говорить о том, какие негативные истории, я не могу сказать, что вот это замедление, оно очень позитивно отразилось на всех платформах. Не были готовы платформы к этому. Ну, когда у тебя такой дикий рост происходит, а важно понимать, что для того, чтобы доставлять контент до пользователя, тебе нужно огромное количество серверов, которые это будут делать. В нашей стране это ограниченный ресурс. Естественно, цоды строятся, цоды увеличиваются. Помимо этого, чтобы хранить весь этот контент, просто маленькое, чтобы у всех маленькое понимание сформировалось, в российском сегменте YouTube порядка 3 миллиардов видео. Порядка 3, это только российский сегмент. На всех вот платформах, которые сейчас в нашей стране существуют, наверное, на первом месте ВК, у которого порядка миллиарда видео сейчас. Но, опять-таки, это цифры, вот то, что в интернете можно найти, посмотреть. И в Рутюбе порядка, я думаю, сейчас уже около 500 миллиона контента. И опять-таки весь этот контент, вы понимаете... На российских цодах, да? Конечно. А вы понимаете, что этот контент надо... Центр обработки данных. Да. Контент надо где-то хранить. Его надо каким-то образом транспортировать, а это сеть, это огромная нагрузка на сеть. А вы понимаете, что контент в большинстве своем сейчас оборудование позволяет снимать 4К контент. Это тяжелый контент, он весит до хрена. Лубянка не резиновая, подвалы заканчиваются серверами. Да не то, что как бы тут Лубянка не резиновая, тут цодов, таких огромных цодов в стране нет, и это проблема. И то есть как бы, когда весь этот контент, на YouTube перестала появляться возможность его загружать большим объемом, да, естественно, его начали дублировать на все отечественные платформы. И в какой-то момент отечественные платформы, когда прям сильно начали закручивать YouTube, такие, у нас как бы нет места, куда это все хранить.
Ну, естественно, сейчас уже с этой проблемой разобрались, но это были дополнительные косты для всех компаний, которые занимаются этим. Это надо все закупать, это надо поддерживать, хранить, как бы, ну, это реально дофига денег. И дофига нагрузки. То есть у тебя компании, ну, естественно, там надо брать штат людей, которые это делают. Ну, то есть как бы это прям такой серьезный объем, которым надо заниматься. И это, с одной стороны, да, круто, к нам пошли пользователи в больших объемах, но, блин, с другой стороны, это хреново, потому что, ну, компании по-хорошему должны развиваться постепенно, подходить к готовности, к таким вот всплескам, да, ну, как бы, чтобы это было окей, нормально. Причем самый первый, наверное, момент таким большим ударом для всех, конечно же, стало начало. Естественно, как бы все в этот момент, вот прям ровно я помню тот февраль 2022 года, когда на платформу просто вот так в один день у тебя там, условно говоря, сейчас у тебя там 10 тысяч загрузок видео в день, а на следующий день ты просыпаешься и понимаешь, у тебя 100 тысяч загрузок видео. С началом СВО типа все переключились на патриотичную площадку или что? Не совсем, все начали сохраняться, сейвиться, понимая, что будут... Несут. Конечно, что помимо этого важно понимать, что YouTube начал блокировать авторов, многих авторов YouTube заблокировал, которые не только политической темой занимаются, но и как бы достаточно популярных актеров, конечно. Певцы, конечно, да. Вот. И все это повлекло за собой вот эту историю с тем, что надо сейвиться, надо сохраняться. И все свой контент, забирая из YouTube, начинают его распихивать по всем платформам. Естественно, то есть важно понимать, у нас в стране, опять-таки, по закону мы обязаны модерировать контент, потому что платформы отвечают за качество контента, который на ней находится, и этим необходимо заниматься. Вот представьте, у вас там 10 тысяч загрузок в день, сидит там 10 модераторов, условно говоря, которые это модерируют, а на следующий день так раз и 100 тысяч. Ну, это прям ручная модерация, правильно? Но сейчас уже, наверное, ишку подключили. Не совсем. Или это вручную происходит? Ну, смотрите. Это... Просто у меня как раз-таки, я сталкивался с этой темой, потому что у меня есть позитивное отношение к Рутубу в том смысле, что я могу там посмотреть все новинки западные бесплатно и быстренько в хороших переводах. Но у меня есть история, что мои видео на Рутубе, конкретно, которые я загружал, они сносились по причине того, что я там не выводил плашку инагентов или еще что-то такое. Естественно, конечно. Да, но это не соблюдение требований законодательства. Да. Но как это происходит? Вручную смотрится весь ролик. Смотрите, тут немножко сложно, да, и легко одновременно. Важно разделять эти нюансы. У нас есть, по сути, 4 типа контента, которые загружаются на любую платформу. Есть видеоролики, большие, длинные, горизонтальные, есть вертикальные видеоролики, так называемые шорцы, есть комментарии и описание, все контентное окружение. То есть у тебя есть ролик, а вокруг него есть окружение. Это комментарии, это описание его, название каналов, пользователей и так далее. И есть прямые трансляции. То есть это 4 типа контента. Под каждый из типов контента, конечно же, там изначально не было никакой автоматизации. Благодаря там современным технологиям, я бы даже сказал, не ИИшкам, наверное, а ML, то есть это machine learning технология, то есть машинному обучению. Мы научились, например, закрыли большую боль с контентным окружением. То есть все контентное окружение проходило там, условно говоря, 4-5 моделей, и по выходу там, условно говоря, порядка всего лишь 20% контентного окружения попадало уже в модерацию под так называемую серую зону, когда модель не могла определить, можно или нельзя. Вот. Когда модель четко определяла нельзя, естественно, это блокировалось. То, что можно, автоматически пропускалось. Это тексты, это все описание. Конечно, это языковые модели. Естественно, они развиваются. И сейчас, я думаю, что показатели еще даже, наверное, повыше. Вот. С видео сложнее. Важно понимать, что обработка видео моделями — это дополнительный ресурс. Тебе нужно еще такую же. Вот у тебя есть серваки, которые занимаются отдачей и обработкой видео, да, а тебе нужно еще таких же серваков, которые это видео еще через себя пропускают и говорят, а вот это можно, а вот это нельзя. А правил на платформе, ну, порядка 200, я думаю, у каждой платформы правил есть. И все это связано не с тем, что так хочет компания, да, а с тем, что так требует законодательство. И есть такие правила, под которые модель ты не сделаешь никогда. Ну, например, оскорбление чувств верующих. Вот представьте, как модель должна понимать, как это происходит вообще. То есть, ну, это очень субъективная оценка, по большому счету. И доверять такое компьютерному зрению, ну, максимально нерелевантно. То есть здесь нужно конкретно человеческое решение.
Проходит, не проходит. Причем мы много взаимодействовали с Роскомнадзором, конечно же, и там от Роскомнадзора, наверное, основная подача была всегда, это то, что, ребят, всегда от контекста надо отталкиваться. То есть все очень неоднозначно, поэтому... Ну да, можно же там с иронией... Там, конечно, можно зарядить, в общем, я к чему? Что можно зарядить очень много моделей, спалить на это кучу денег и не получить никакого результата, кроме штрафов и блокировки сервиса. Вот и все. Но вы несете ответственность за все, что там... Конечно, штрафы конечно. только на автора. Но при этом я, например, на некоторых платформах, на которых действует наше законодательство, нахожу не то чтобы... Лютый находишь контент. Лютый контент. Ну, например, на одной площадке, ладно, не буду ее называть. Тут вопросы просто к тебе, Паша, а как ты находишь это? Я проверяю, подожди, то есть мне когда что-то запрещают и говорят, что это значит вот там на Западе оно там мне сейчас проникнет и все. При этом я захожу в популярную соцсеть, ввожу, например, песни УПА, и мне целый плейлист рассортированный украинских националистических песен, что по сути вообще попадает под закон о нацизме. Поиск экстремистских материалов, Паша. Как минимум. Ты же это нет, подожди, я это скидываю. И вот недавно, в частности, вот я жаловался на то, что существуют там целые группы запрещенных террористических организаций, и вот их только сейчас там начали модерировать. Но они там висели по несколько лет, обновлялись. И как будто бы модерации никакой не существует. Нет, на самом деле это немножко не так. Модерация существует, но важно понимать, это как... поставить одного патрульно-постового на большую площадь, где ходит 1 миллион человек, условно говоря, да? Хватает мощностей. Естественно, конечно, но это очевидно. Вот, поэтому здесь как бы там с максимальной придиркой относиться, наверное, не стоит. То, что массово это прекратилось, наверное, да. Я могу сказать, что на многих платформах массово не появляется контент, который носит деструктивный характер. Большое внимание со стороны государства в том числе обращается на контент, который направлен на, опять-таки, тоже деструктивный контент, который очень сильно влияет на детей. И здесь я вам могу сказать, что достаточно жесткая регуляторика. Есть Альянс по защите детей в цифровой среде, который этим тоже занимается очень плотно. Детский контент самый популярный, насколько я понимаю. Вообще. Ну, не совсем. Важно понимать, что детское смотрение, оно тоже сформировано паттерном повторения. Ну, то есть все знают вот этот прекрасный, там, сейчас условно говорю, синий трактор, да, который по полям едет. Да. Какой там паттерн смотрения? Ребенок может смотреть его круглыми сутками. Почему это так стало такой мемной историей, да, и почему такие огромные просмотры этот контент набирает? Потому что у ребенка такое мышление, что он по кругу, то, что ему нравится, он гоняет просто по кругу. Понятно, что родители сходят с ума потихонечку, особенно те, которые не хотят вовлекаться, да, и просто там ребенок чем-то занят, слава богу, как бы, и дальше. А вот вопрос прям, знаешь, по горячим следам. Давай, конечно. Вот у нас сейчас... В момент записи этого видео на канале Победа 945 вышел подкаст. И он вышел, да, все было окей, он прошел модерацию, он загружался заранее. И буквально через 20 минут, вот пока мне пришло прямо уведомление о том, что нарушение авторских прав. Это в Ютубе? Да, в Ютубе сейчас. Ага. То есть они там где-то быстро каким-то машинным обучением нашли. Здесь тоже расскажу, тоже не секрет. У Ютуба есть такой прям раздел, который связан с авторскими правами. И любой автор контента может загрузить свой контент к ним, чтобы они на базе его контента проверяли весь свой контент. Ну, то есть ты такой написал песню какую-то крутую, да, которая прям, и стала популярной, или не стала, неважно. Просто ты написал песню, ты автор песни. Ты заходишь к ним в этот сервис, загружаешь ее, показываешь принадлежность тому, что это твоя песня. Ну, это может быть, там, не знаю, если у тебя есть договор с издающей компанией, это может быть договор. Так, короче, ты должен доказать, что это твой контент, а дальше включается механизм, что вот эта песня ищется по всему контенту Ютуба. Автоматически, конечно. Ну, это простая механика, ты сравниваешь. Ну, как Шазам работает. Как конечно. Сети, да. Вы не поверите, что, например, да, на отечественных платформах, на Рутюбе, на Ютубе, на Викей, в Одноклассниках вы никогда не найдете российского фильма, который спирачен, да, и который выложен нелегально. Почему? Потому что такие же механизмы работают в нашей стране по защите авторских прав. Если ты, как бы все там киноделы, которые делают фильмы, да, они объединяются, отдают это все
компаниям, которые занимаются поиском, это все моментально вырезается. Как только выходят даже... очень многие сейчас, как бы, ну, это всегда история была известна и понятна, кликбейтом занимаются, выходит какой-то новый фильм, который еще даже в кино не вышел, и все начинают делать пустые видео с обложкой этого фильма, да, лишь бы набить себе просмотров. Ну, потому что все через поиск, через SEO начинают приходить и такие, ага, можно посмотреть, а там видео смотришь 1,5 часа, круто, включаешь, обложка стоит, и просто все, да. 1,5 часа видео. Это просто кликбейт для того, чтобы набить себе, там вдруг появится, и все начинают подписываться, комменты какие-нибудь составлять, в том числе и гадкие. Но это специфика Рунета. Вот. Но проблема в другом. Проблема в том, что глобально на потоке, насколько я знаю, только VK такую штуку сейчас потихонечку реализовывать начал, именно по работе с авторскими правами, чтобы любой пользователь мог свой контент загрузить, сказать, вот если где-то найдете, ты можешь указать, какие действия с ним делать. Можешь сказать, блокируйте все, что найдете. Или, например, можешь сказать, пусть используют. Да, есть же такая история, что можно использовать, если не монетизируется. Конечно. Либо наоборот, пусть монетизируется, или половина не тебе, да, платите. Конечно, да. Вот это на самом деле очень правильный подход, потому что ты, как владелец своего контента, можешь разрешить другим им пользоваться. Но при этом, ребят, давайте монетку. Или просто пользуйтесь. Слава богу, если увидит еще больше. Как тот же самый Юрий Иванович Подоляк. Помните, когда только-только все начиналось, он выходил в эфир и говорил, распространяйте мой контент, берите его бесплатно и везде его публикуйте. Спасибо, пожалуйста. Кто? Давай я. Давай. Ты на этой теме хочешь? Я хочу чуть дальше двинуться просто. Я про YouTube хотел. Я тоже про YouTube. Давайте. Но про алгоритмы. Вот ты просто рассказал, что как работает Рутуб с модерацией, значит, с правами, со всеми этими историями, то есть отчасти вручную, отчасти это с какими-то моделями. Вот. Самый главный вопрос, как работают алгоритмы в Рутубе, потому что в Ютубе, да, мы знаем, что он как-то ориентируется на тренды через Google, через поисковые запросы, через еще какую-то историю. В Рутубе как Рутуб понимает, что это видео трендовое? Что честно, я могу сказать, прям это мой любимый... Это вручную или это алгоритм? Это мой любимый вопрос с точки зрения того, знаешь... Я 4 года работая, да, много где выступал, много в каких конференциях участвовал, много, ну, там, от МЭФа и цифр, заканчивая там разными локальными мероприятиями. И постоянно звучит один простой вопрос. Он адресован не только к Рутюбу был, а вообще ко всем социальным сетям отечественным, да. Что вам, говорит, сложно YouTube скопировать? Вот знаете, вот эта вот цитата крылатая просто. А я вам скажу так, что да, сложно. Это даже не то, что сложно, это практически невозможно, потому что есть много вещей, которые, ну, просто скрыты от глаз, да, то есть внешний интерфейс ты, конечно, можешь сделать похожим, но начинку, извините меня. Вот. Это если говорить про вот эту крылатую фразу. Если говорить про работу алгоритмов, все должны понимать, что отставание глобальное от того же YouTube, да, или Инстаграма, там не месяца и годы, да, а десятилетия. И говорить о том, что сейчас я загружу видос, и он как пульнет, ну нет. Ну, так не работает. Я просто слышал такую историю, что у Ютуба в чем секрет, как бы вот этот вот ключик, секрет в Гугле. То есть они сотрудничают с Гуглом. Они не сотрудничают с Гуглом, они являются дочерней компанией. Да. Немножко другой момент. И Google им, получается, дает тренды, которые как бы вот сейчас, значит, трендовая тема, Трамп что-то ляпнул, и мы все видосы про Трампа, значит, пуляем. И Google подсказывает, как работать. Смотрите, здесь механика вообще интересная очень, да, потому что, учитывая, ну, это все упирается... Я к чему? У нас просто есть Яндекс, может быть... Все упирается в биг-дата анализ, да, когда у тебя есть тот же самый Яндекс, который говорит, ага, вот сейчас у меня не было запросов, да, а сейчас так раз, и у тебя, ну, вот сейчас май начался, да, и все такие, как посадить яблоню? У тебя прям весь год нет таких запросов, а потом у тебя просто баф, и все вот это вот просто там за месяц у тебя просто в тренд улетает, как посадить яблоню. Это такой сезонный классический запрос. Вот. Но при этом важно понимать, что Google такой, ага, запросов много. Что он делает в первую очередь? Он такой раз и видосы начинает подкладывать из своего же сервиса, из YouTube. Вот. И как бы подкладывая видосы, он увеличивает просмотренность именно в YouTube. Но что самое важное, YouTube для многих уже не только в России, а во всем мире, да, какой тренд вот именно в видеоплатформе. Тренд очень простой. Люди не заходят в Google что-то спросить. Они сразу заходят в YouTube и пишут, покажи мне инструкцию, как открутить
чайник. Извините, пожалуйста, да, стучу. Вот. Как открутить крышку у чайника. Вот. И люди не спрашивают у Гугла, они сразу идут в YouTube и делают запрос в YouTube. Потому что знаешь, что там есть видеоинструкция. Но конечно. С обратной стороны, вот, но не всегда мы спрашиваем сезонные запросы. Вот у нас на канале он быстро вырос. Там вышло видео вообще про там, европейских лидеров. Оно что-то постояло неделю. Там собрало свое небольшое какое-то количество просмотров. А потом резко YouTube такой, окину-ка его в реки, и там уже 800 тысяч просмотров. Но я не думаю, что все интересовались Дед Кай Каллас. А ты можешь посмотреть. Там у тебя как бы внутри ты видишь трафик. В YouTube ты видишь трафик, откуда приходят пользователи. Да, это из рекомендаций. Они приходят из рекомендаций. Но рекомендация то, что то есть YouTube это, сам подкладывает. Естественно, но это не поиск. То есть да. это не поисковые рекомендации. Это он тебя просто смог соотнести с чем-то похожим. Ну, то есть он хорошо тебя разобрал, понял, кто ты такой. И кто-то закинул кому-то в похожее. Конечно. И за счет этого и растешь. Когда тебя сервис понимает, что ты, например, там обзорщик футбола обозреваешь, это он машинное обучение. Конечно. А в Рутубе есть такое машинное обучение? Смотрите, с этим сложно. Это очень длинные, дорогие механизмы и длинные, дорогие процессы. Часть, да, есть. Ну, то есть там рекомендательные системы пишутся годами. Ну, потому что очень много факторов, которые нужно учитывать. Честно скажу, я думаю, что мы там году к 30-му, а может быть и попозже к этой истории только подойдем. Но ТикТок же, например, смог, или это тоже готовилась история? То есть ТикТок вообще почему стал таким популярным? Ну, он не такой, во-первых, молодой. Там, да, любая букашка. Популярный, я отвечу, почему он стал. Потому что мы все переходим в эпоху клипового мышления. Ну, да, но там алгоритмы засовывают любое. То есть, естественно, но длинные видео ты там не увидишь трехчасовое. Трехчасовые нет, но даже короткие не очень хорошо залетают. Тут интересно зафиксировать, ты сказал, к 30-му году, ты считаешь? Мне кажется, да, год 30-й. К алгоритмам таким же. К таким же нет, но уже будет более-менее приемлемо по продвижению, вот по всему тому, с чего бы хотелось начинать. Я сейчас вообще отойдем от темы. Подожди, нет, давай последний вопрос еще, прежде чем отойдем. Если в Рутубе, вот, может быть, посоветовать начинающим блогерам, с какой темы лучше залетать в Рутуб? Есть ли, может быть, какие-то темы, которые лучше двигаются? Знаешь, допустим, есть какой-то отдел политики, который там не особо, знаешь, там занимается. Слушай, есть какой-то отдел, который честно, там, такой огород сажает, и они, значит, залетают лучше. Честно, такой вопрос, он больше про создание контента. Да, про создание контента. Я в этом отношении всегда очень простую позицию занимаю, что нужно быть перед собой честным и не делать то, что в тренде, а то, что тебе нравится. Ну, потому что если ты делаешь то, что в тренде, но при этом тебе это, так себе, да, как бы, но это не будет никому интересно, в первую очередь тебе. То есть нужно делать то, что интересно тебе. Тогда, как минимум, ты будешь сам удовлетворен, да? Если ты удовлетворен, то ты понимаешь... Я доволен, но эти 3 просмотра не особо мотивируют. Вот, а это уже другой момент. Как с этим работать? Пока что, я думаю, что, наверное, самым главным ключом к поступлению трафика является SEO. То есть максимально подробное, уникальное описание. Для этого есть очень хорошие помощники в виде чат-GPT. То есть работает описание в Рутубе? Оно везде работает. Потому что поисковые машины, когда ты что-то ищешь, да, оно опирается всегда на описательную часть. Кстати, я признаю честно, мне один раз вот Рутуб этим очень сильно помог. Меня позвали модератором в Наццентр Россия. И там были гости. И у одного мужчины фамилия... я не знал, как правильно поставить ударение. То есть там сложная фамилия. И думаю, неудобно, да, там перед большой аудиторией неправильно поставить ударение. Я подхожу к организаторам, я говорю, как правильно фамилия? Такие, честно, тоже сомневаемся. И я ввожу просто его фамилию, и первое, что мне выдает в поиске, причем, кажется, в Гугле, его последний подкаст в Рутубе. Я захожу, и там наш сегодняшний гость, значит, на букву А. И это очень сильно помогло. Я подумал, что да, походу оно с описания, значит, где-то как-то подтянуло. Да, SEO работает. Конечно, конечно же, обложки всегда работают, потому что если ваш контент не 18+, вы по-любому будете в реки попадать.
А дальше, визуально надо понимать, как вы... Никогда не надо гнушаться, знаете, чем? Если вы делаете длинный контент, обязательно лепите из него короткие видосы. И с отсылкой на длинный контент. Это тоже работает, хотя по-разному на разных платформах. На YouTube, например, отлично работает. Но темы не имеют значения. То есть ничего не пессимизируется, ничего... Нет, ничего не пессимизируется с точки зрения именно вот самого контента. Все, что пессимизируется, блокируется. Давайте. Я просто в Ютубе замечаю всякие истории, когда контент определенные этапы, периоды пессимизируются реально. То есть это начинаешь что-то говорить не то про Израиль, и там что-то уже начинает. Где-то начинается, да, такое может быть. Но, насколько я знаю, на Рутюбе, в Вике, в общем, во всех социальных сетях отечественных таких историй не реализовано. Есть одна штука, то, что я хотел отклониться, я сейчас вспомнил, у меня такой вьетнамский синдром, как в США бывает. Но я изначально никогда не рассматривал, что Рутуб существует как убийца YouTube. Я вообще ненавижу, когда такие появляются. И еще когда я жил в Киеве, я, например, Рутуб смотрел. Он появился тоже там в 2008 каком-то. Да, в 2006 даже, по-моему. Да. И я был фанатом сериала «Расследование авиакатастроф». И так как это достаточно такой контент, тоже принадлежащий с авторскими правами, разные там сервисы, торренты пиратские, где-то его постоянно перезаливали. И в один момент я для себя открыл, что Рутуб является как плеером, который подтягивает с каких-то площадок этот сериал. И я был очень рад. Но в 2019 году я, проживая в Москве, вспоминаю, что я хочу посмотреть снова этот сериал. Захожу на Рутуб. И там я просто хочу узнать фамилию, имя, отчество этого человека, адрес проживания и так далее. Перед тем, как посмотреть контент, мне написано, вы должны пройти квиз. Запускает какой-то ролик. Рекламный. Я такой думаю, минуту смотреть. Кладу телефон. Иду, значит, набираю себе чай. Возвращаюсь. Там написано, какого цвета была сумка, с которой женщина садилась в автомобиль. Я такой, рандомно нажимаю белый. Неправильно. И заново этот ролик идет. И меня заставили смотреть то, что мне вообще не надо, чтобы не сказать сейчас не Они просто клиентоориентированы на рекламодателя. Когда я досмотрел эту серию, а я засыпал под них, меня будет следующая интеграция с квестом. Чтобы я посмотрел следующую серию, я должен был... Чтобы ты не втыкал. Да. И я после этого, клянусь, до 2021-2022 года для себя принял решение вообще из принципа никогда в жизни не заходить за эту площадку. Потом поменялось. Поменялось, да. Вот кто тут гений? Слушайте, там много было историй, которые приходилось потом как бы ковырять и прикрывать. А вот ту историю, о которой ты говоришь, это была реально гениальная история. Вот просто представь, что если этот сервис развернуть не в сторону рекламодателя, а в сторону авторов, какой интерактив крутой ты в своем канале можешь сделать. А было бы прикольно, чтобы у тебя видео было, знаешь, как в игре. Конечно. Ты сразу предлагаешь варианты ответов своим же зрителям. Ты прикинь, как это круто можно развернуть. И в зависимости от твоего ответа видео по-разному продолжается. Конечно. Так. Понимаешь, то есть этот механизм можно по-разному рассматривать. Да, реализовали гадски. Нет, так можно сейчас раскрутить, что если убрать экзамены, ЕГЭ это внешнее. Нет, это не реализовали. И видео. Но сам факт, что это убивало, например, аудитории. Я просто знаю, что огромное количество людей сказало, я сюда захожу деградировать, а не ваши загадки разгадывать. Конечно. И уходили. Конечно. Это департамент МИ-6 был или департамент ЦРУ? Нет, это было такое внутреннее решение компании с точки зрения того, что как бы так продали рекламу. Так ее продвигали. Ну, как бы все, что было до нас, знаешь... Это же наоборот убило и определенный рынок. Его и не было. YouTube тогда уже победил, понимаешь? Там уже другие цели были. На тот момент, вот 19-й год, Рутюб это был, по сути, такой домашней площадкой Дома-2, условно говоря. Потому что там был миллиард серий Дома-2 и так далее. И все. Слушай, ты вот сказал про отставание тоже, что на десятилетия отстали. Как ты считаешь, вот замедление Ютуба в том числе, оно помогает развиваться нашим площадкам? Или все же в здоровой конкуренции было бы шансов больше развиваться быстрее? Или просто нереально было конкурировать? Ну, смотрите, давайте так. YouTube — это международная платформа. Да.
Очень много языков реализовано, очень много авторов контента. Один индийский сегмент там просто сумасшедший, китайский сегмент просто сумасшедший, хотя все говорят, в Китае YouTube заблокировал. Они постят, да. Все постят прекрасно, как бы в Китае VPN работают, ничего в этом такого нет. Я жил в Китае и даже смотрю сейчас китайских блогеров на Ютубе, они все конечно, там конечно. Поэтому закрываться, на мой взгляд, с одной стороны, это лишнее. Вопрос, конечно же, важно понимать, что сейчас вообще все там мировые тренды уходят от глобализации, да, в сторону локализации. 100%. И тому примеры, что там в той же Франции Facebook блокировали. Там все сейчас национальный мессенджер создают. Все. Вот, да, все к этому приходят. Мы тратим специалистов. У них там свои появились. Все к этому приходят, потому что понимают, что интернет глобальный, да, это слишком неуправляемая история. Ну, ей невозможно управлять. Конечно, он поменяется 100%. Конечно. И вот те решения, о которых мы сейчас говорим, включая белые списки, ограничения там Телеграма, оно все идет в сторону локализации. В целом, как бы, я не могу сказать, что это плохо. Потому что это попытки не задушить свободу, да, а хоть как-то начать регулировать то, что не регулировалось. Это то же самое, как если вы посмотрите там до начала принятия законов о там, доходах блогеров, да, о том, что вообще блогер — это профессия и так далее. Там АКВЭД отдельный для блогеров запустили. Как бы все было бесконтрольно. Там деньги в чемоданах выдавались людям просто за какой-то пост или рекламу. Вы представляете, сколько мимо государственной казны денег ходило, например? Ну здесь... Сумасшедшие, это понятно. Вот. И как бы это надо регулировать. Ну, потому что как бы иначе это просто... Он сидит, кивает, а потом сейчас выйдет на улицу и скажет, да коли это терпеть. А у меня все официально, у меня там... Не, понятно, что сейчас по-другому работать уже тяжело, как бы, если ты работаешь через теневые какие-то схемы, да, там, ну, как Блиновская, добро пожаловать, как бы. Ну да. Не хотелось бы. Вот. И опять-таки, это все направлено на регуляторику. То есть, когда у тебя изначально никто, наверное, не понимал, в какой хаос может превратиться интернет. Я просто был на заре, да, когда ток-ток стал появляться, там, 98-й год, условно говоря, в первый раз я вышел в интернет, и чтобы туда попасть, тебе надо было сначала съездить на Митинский радиорынок, купить модем dial-up, да, чтобы подключить его к телефонной линии, где-то замутить карточку с интернетом, позвонить, и только тогда ты можешь подключиться. Там в Рунете было 5 или 10 сайтов, на которые все ходили, просто посмотреть, там, ну, Яндекс был, Рамблер был, да, там Фоменко был, .ру, я как сейчас помню, там Hit.fm, вот. И как бы, и когда вот это вот сообщество только зарождалось, когда вот сам интернет этот был сообществом, туда попадали люди, которые могли этот квест пройти, а это был прям такой дюжий квест, надо было себя собрать и как бы всем этим заняться. Вот. И поэтому как бы уровень интеллекта внутри этого сообщества был колоссальный. Со временем, конечно, как только это начало приобретать массовый охват, а сейчас интернет есть там, ну, 98, наверное, процентов населения всей страны. Ну, дееспособного, давайте так. Сейчас не говорим о людях, которые уже в силу возраста просто новые технологии освоить не могут. Да и то, на самом деле... И то уже, да, как бы это понятно. Уже такого возраста, мне кажется, нет. Даже люди 80+, пользуются... Ну, чем-то да пользуются, через интернет опять-таки. Ну, опять-таки, это, в общем, это глобальный массовый феномен, который, вот представьте теперь, да, там, если мы говорим о руководстве страны, которое сидит такой и понимает, что, блин, то, что работало раньше, это радио и телек, да, теперь не работает. Ну вот тоже работает или не работает. Мы прекрасно понимаем, что YouTube, и об этом даже сами рассказывали все там иноагенты, уехавшие и так далее, очень активно продвигал, накручивал просмотры, запихивал это во все рекомендации. Вот ты хочешь, не хочешь, ты видишь в ленте, ну, деструктивный контент, который меня пытаются там как-то пропихнуть, промыть и так далее. Давай так, я сразу тебе на вопрос отвечу, да, вот про YouTube, да. Скажи, пожалуйста, а для чего вообще YouTube нужен Гуглу? Ну, во-первых, это огромные бабки. Это не бабки, YouTube, как бы, она убыточная до сих пор. Нет, это большие деньги для... Ну, то есть YouTube не приносит денег Гуглу вообще от слова совсем, там одни долги. Нет, это приносит деньги в первую очередь авторам. Авторам-то понятно. Влияние. Гуглу зачем?
Ну, безусловно, у тебя, когда есть ресурс, который столько глобально там это инструмент управления. Да, и денег и так далее. У тебя политический есть аудитория, инструмент. Ты запихивать конечно, что угодно. Конечно, это просто политика, просто политический так, инструмент. Окей, наши площадки тоже убыточные. Конечно. Так вот, а если такое, что вот все равно есть какая-то доля того же Рутуба в странах СНГ, пусть небольшая, но есть. Там просто многие не понимают, для чего им, например, площадка, где есть то же самое, что и не на заблокированной площадке. Конечно. Но если такое, что все равно аудитория есть, что мы прям активно берем, вот мы там вспоминали Подоляку, например, Угу. и вот активно его там по странам СНГ, той аудитории, которая смотрит, прям засовываем в реки, вот на тебе, чтобы ты включаешь «Синий трактор», тебе следующее, вот тебе посмотри еще Юру Подоляку, включаешь, не знаю, сериал голливудский, а лучше перед этим посмотри новые сводки на фронте и так далее. То есть мы занимаемся таким же, ну, в рамках того, что мы можем. Понятно, это разный объем. Слушай, ну, тут, наверное, сложный вопрос. Какими-то вещами, я думаю, занимаются все платформы, то есть с точки зрения продвижения, но это больше связано не даже, наверное, с политическим каким-то курсом, а с курсом взаимоотношений. Потому что площадки с авторами общаются, это ни для кого не секрет. Ну, это нормально, когда у тебя есть крупные авторы, и ты с ними общаешься, согласитесь. Вот. Естественно, крупным авторам ты имеешь возможность немного помочь, если это нужно, да, для какого-то, например, там же много коллабораций возникает у всех, вы посмотрите, тот же самый VK, чего делает, там, и порой даже какие-то такие, как бы, очень крутые для рынка штуки, типа там ЧБД, помните вот эту историю, когда они огромный контракт с ними заключили, вот, и они же его сами продвигали потом, потому что это стало их контентом и так далее. У них с ним другие вопросы, окей. Да, я к тому, что, да, такие вещи происходят, и это нормально, но, опять-таки, это происходит внутри платформ и в рамках действующего законодательства. То есть это не какие-то там подковерные игры, а теперь давайте мы будем продвигать вот этого. Нет. А были ли какие-то громкие удаления? А вот какой-то блогер прям вот слушай, не знаешь, понравился. Вот меня удаляли с YouTube. Знаешь, честно, удалений было дофига, но они все были в рамках действующего законодательства. Вот представь, ты музыкант, снимаешь какой-нибудь музыкальный клип, а в него напихиваешь просто видосы с передовой, да, где там кровище, вот это все, прям страх и ужас, что по закону нельзя. Угу. Ну, там, как бы, физиологические жидкости показывать, да? Вот, да, вот, даже с 18+. Даже с 18+. Ты его удаляешь, а он у себя в телеге пишет, ах, они отечественный контент блокируют, не показывают правду, которую есть. Угу. Не, ну мне, например... Но при этом ты понимаешь, что, блин, чувак, ну заблюрь хотя бы, тогда нормально будет. У меня одноклассники страйканули, площадка Одноклассники. Я решил попробовать дублировать туда часть контента, и на этом эксперимент закончился. Он меня страйканул за слово, там один нехороший человек, ну, погиб, скажем. И я написал, что этот человек денацифицирован. И мне прилетает страйк, разжигание и так далее. Я думаю, вы вообще значит. Тогда и Путина можно, да, выпилить. Так вот, дальше больше. Я еще, когда вот там случился 22 год, думаю, буду везде пытаться там дублировать какой-то контент и так далее. То же самое сделал с площадкой Дзен. Я сейчас не знаю, кому она принадлежит. Вот. ВК. И она там, что первые 100 подписчиков, 150, ну, типа, растет. Я перестал следить, вот, ну, совсем невозможно следить, я сам это все веду. Захожу, как было там 2 месяца назад, 150 человек, так, короче, и осталось. Думаю, а почему прекратился рост? Я захожу, а оказывается, мне пришло уведомление, что мой контент является достаточно агрессивным, и оно будет отображаться только тем, кто уже подписался. Но снаружи найти мой канал невозможно. Я такой думаю, подождите. То есть я готов ожидать там удара в спину от Гугла. Понятное дело, им не очень нравится. Я пойму, если там ТикТок, который тоже на всех стульях танцует, меня там снесет, заблокирует. Такие попытки были. Некоторые контенты им тоже не нравятся. Но Одноклассники, Дзен, ВК, вы-то куда? Потому что ВК, например, не ставили за деньги. Я пытался за деньги купить рекламу. И мне написали, контент политический. Так вы правила платформы-то читайте. Ну, ВК, вот всем же очевидно, понятно, что ВК там до 25 года вообще не работал с политическими блогерами, с политикой просто никак. А как нам бороться за умы? Ну, это как бы вопрос, помнишь, я этот вопрос уже затрагивал, и он связан как раз-таки со здоровой конкуренцией внутри там тех же платформ, внутри страны.
Вот. Но сейчас, благо, как бы политическими веяниями, да, изменилась эта ситуация. И ВК, насколько я знаю, теперь много политических авторов перешли на ВК-видео, этим там активно занимаются. И появился это направление политическое. Именно так. Поэтому... 4 года. Да, не все сразу. Вот у меня, кстати, с ВК все в порядке. Они меня не сносят и не модерируют, в отличие от Рутуба. Так что тут у каждого свой разный опыт. Естественно. Все зависит исключительно от контента, но, опять-таки, да, в первую очередь к авторам обращаюсь, если вы контент создаете, хотя бы правила платформы изучите. Для себя. Полезно. Для себя. Это бывает максимально полезным, чтобы понимать, а где ты можешь лужу сесть. Реально агрессивный контент. Да? То его YouTube не считал агрессивным, то есть... Опять, вот смотри, ты сравниваешь, смотри, очень тоже классная тема, обожаю такие вопросы. У меня такая же претензия. А почему меня YouTube не сносит, ВК меня не сносит. А вот эти меня сносят. Да. Не бей только нас. Да, извините, пожалуйста, вас не буду бить. Стол тоже. Очень просто все. YouTube живет в американском законодательстве. У них законы другие, отличаются. А то, что мы живем в российском законодательстве, мы забываем. Очень просто. Мы привыкли смотреть YouTube. И такие, а почему это не работает как YouTube? На YouTube же это можно, а тут нельзя. Почему геев можно показывать на YouTube, да? ЛГБТ запрещенная. Я не показывал. В РФ организация. Вот. А как бы... А в Рутубе почему нельзя? Потому что Рутуб отвечает как бы законам Российской Федерации, а не американским. Вот и все. Ответ очевидный и простой. Поэтому мы такие все говорим, ой, как классно, а почему... когда мы освещаем, например, тему, связанную, да, с последними событиями, я тоже тут выбираю слова именно исключительно для YouTube в рамках их законодательства. Последними событиями. Да, но если я здесь-то подбираю слова, потому что я понимаю, это их законодательство, и если они меня где-то там предупреждение пришлют, я типа пойму, потому что, мы здесь как раз противостояние идет. Но когда меня за эти же слова, которые направлены на продвижение наших ценностей, донесение наших смыслов, бьют на собственных площадках, я это считаю, это friendly fire. Это игра за противника. Тут смотри, надо смотреть чуть глубже. Если эта тема соотносится с темой, тебя блочат по причине того, что у нас такое законодательство, то на платформу говорить, что, чуваки, вы friendly fire делаете, неправильно. А надо в сторону законотворцев говорить, чуваки, это friendly fire происходит, понимаешь? Потому что платформа — это коммерческая организация или околокоммерческая организация, давайте будем откровенны, которая обязана соблюдать закон. Если закон такой, тут платформа не может на него повлиять. Понимаете? В этом нюанс, который в первую очередь нас подводит к тому, что, наверное, если мы хотим, чтобы что-то менялось, и буду честен, многое меняется, и законы меняются. Не все только в сторону ухудшения, закручивания гаек. Есть правильные решения. Например, закон тот же про деструктивный контент, про трэш-стримы. Те же самые. Вспомните, какое время, пару лет, наверное, назад это была мега популярная тема. И она была вся пронизана дискриминацией, вся пронизана таким прям сильным деструктивом. Сейчас этого почти нет. И слава богу, что этого нет. Например, у меня ребенок, 10-летка, да, и я бы хотел, чтобы он смотрел хороший, полезный, продуктивный контент, который его развивает. Исторический. У нас замечательные выпуски. Отлично. Покажу ему. Вот. Ты сказал про ЧБД в ВК, привлечение авторов. Вот недавно как раз была новость, что в Рутубе открылась позиция руководитель привлечения премиальных авторов в Рутубе. Вот это что за история? Это, во-первых, слушай, не могу сказать вот прям детально, потому что я уже как полгода, наверное, компанию покинул. Но это логичный ход, потому что премиальных авторов на платформе не хватает. Что имеется в виду под премиальными авторами? Я думаю, что все обратили внимание, что там за последнее время тот же самый Вилсаком появился на Рутюбе, да, у него там свой канал, много рекламы, это, достаточно хороший ход. И таких ходов, я подозреваю, что нужно много. Это правильно. Стоит ли это делать? Я в каком ключе? Вот я сейчас не хочу там тоже опять никого обидеть. Но есть главная проблема всех наших отечественных площадок для всех наших блогеров. Почему многие вот прям трясутся за западные площадки? Это не потому, что они там любят чужую стопу. YouTube давал возможность авторам зарабатывать большие деньги. За счет алгоритмов у них были еще большие просмотры.
на большие просмотры шли рекламодатели, потому что понимали, если у человека там 1 миллион просмотров, выгодно у него поставить рекламу. И он зарабатывал и монетизацией, и интеграцией рекламы, и все жили себя хорошо. Наши площадки, ввиду и отсутствия алгоритмов, и ввиду того, что просмотры скромнее, так как, сужение там, географии, понятно, да, получается, не зарабатывает на монетизации. Монетизация, которую платит площадка, она очень скромная, если брать за просмотры. А некоторые рекламодатели, они не идут, потому что им, например, там неинтересно, либо они просто работают напрямую там с автором, вот он в ролик просто это интегрирует, там площадка вообще никак от этого не зависит. И, соответственно, крупные блогеры, просто чуть-чуть потеряли по сути, заработки, но как бы еще при деньгах. При этом молодые, которые всегда шли в YouTube, они, например, на новые наши площадки не готовы идти, они там не заработают, а содержать продакшн дорого. Конечно. То есть того же монтажера. И мы вместо того, чтобы как-то поддержать молодых, я, например, вижу эксклюзивный контент с тем же Филиппом Киркоровым. Я не имею ничего против Филиппа Киркорова, но я понимаю, что мы ему платим гонорар, хотя это не бедный человек, который на новогодние корпоративы зарабатывает столько, сколько там многие не зарабатывают за всю жизнь. И мы ему еще от площадки, а они все равно государственные, платим ему, вместо того, чтобы там сделать департамент ноунеймов и помогать поддерживать ноунеймов. Смотри, ты затронул отличную тему, на мой взгляд. Прям одна из моих любимых, но она двусоставная. 2 вещи. Первое. Реклама и рекламный рынок. Вспомните, что произошло в феврале 2022 года. Все крупные рекламодатели в нашей стране встали такие... Кока-кола ушла, Пепси ушло, а это охренеть какие бюджеты миллиардные на рекламу, которые внутри страны раздавались. Это были не только индор и аутдор, да, реклама, это были интеграции, как бы это очень много денег. И этих денег теперь нет. Рекламный рынок вот такой берем блин, да, такого делим на 10 частей, вот так вот 9 частей убираем, говорим, все, вот теперь у нас вот такой рекламный рынок. Откуда денег-то брать, чтобы давать их авторам? Ниоткуда. Как бы все вот так и есть. Дальше что происходит? Вот этот 1/10 этого блина начинает потихонечку, последние 4 года она растет. Год к году вот так потихонечку она набирает, внутри, потому что развивается, у нас страна не стагнирует, да, а мы хоть как-то доразвиваемся. И за счет этого, конечно же, нам денег просто так давать неоткуда. Это как в любом бизнесе. Понятно. То есть, если тебе не дают этих денег, ты их не можешь отдать. Рекламный рынок из чего строится, опять-таки, на платформах, да, у тебя закупают инвентарь, все, что ты откручиваешь, ты между авторами шаришь, и делишь. Тех, кого показываешь. Вот, поэтому говорить о том, что монетизация на отечественных платформах хреновая, да, хреновая, лучше не будет пока. И это важно понимать. Пока не будет. Как только рекламные бабки будут увеличиваться внутри общего котла, тогда, естественно, у нас пойдет это чуть лучше. Второй момент. Я полностью согласен с тем, что у нас не простроена полностью история с тем, что как вырасти в автора. Я вижу, очень много людей пытаются становиться популярными, запускать какие-то свои проекты, запускать свои шоу, запускать, просто начинают вести блоги, но не достигают ничего, не только за счет того, что их нет алгоритмов, они делают просто плохой контент, надо честно смотреть на такие вещи. Помимо этого, я знаю, есть несколько даже крупных государственных программ, которые связаны с тем, что мы пытаемся воспитать новое поколение авторов, которые начинают... Там двоякая ситуация. Почему? Потому что если раньше вход был на площадку, у тебя есть какая-то мыльница, условно, ты себе записал, загрузил, у тебя это подтянуло, у тебя, по сути, ничего тебе не надо, ты уже можешь выстрелить. Если мы говорим про государственную поддержку, она, безусловно, есть. Нет, ты сейчас про грантовую, про ИРИ историю, наверное, ИРИ, по ФКИ, есть огромное количество. Но, например, я знаком даже с этими организациями, я не подавался ни разу на этот грант, потому что там столько... бумажные волокиты, что творчество уходит. Тебе нужна прям команда. Тебе нужна команда, прям, да. Это факт. Соответственно, так ладно, я уже там жизнь увидал.
А есть, условно, там, талантливый школьник. Он видит, там, заведи ИП, ИП должно полгода существовать, полгода еще попробую поплати налоги. Не, ну это мы сейчас, смотри, Паш, мы уходим прям в сложную грантовую историю. Мы скорее про такой, знаешь, есть термин для всех контентоделов, которые молодые и неопытные, да, это UGC-контент, это User-Generated Content, который как раз-таки вот ты на телефон снял, выложил, что-то там у тебя залетело, круто, кому-то понравилось. Такого контента тоже дофига. Ну, то есть его продолжают делать, но он не становится популярным. Да, но мы при этом открываем департамент премиальных. Конечно. И будем платить Киркорову. Почему? Потому что на нонейма ты не переведешь аудиторию. А если ты переводишь аудиторию, то тебе этой аудитории легко сбыть рекламу. Я считаю, проблема в другом. Вот опять. Я, зайдя во вражескую площадку, могу найти все видеоклипы всех, например, певцов-исполнителей. Но этих певцов-исполнителей, у которых контракты с крупными нашими холдингами, нет ни одного клипа, выложенного на отечественной площадке. Так. У меня тогда вопрос, почему вы этого популярного человека просто не заставите, там хоть через админресурс, там отменить, я становлюсь депутатом. Я тоже хотел тебе сказать. Отменить концерты, запретить выступать. Слушай, да честно тебе сказать, да многие сами пришли на тот же самый Рутюб и сами бесплатно выкладывают свои клипы, ты можешь найти... Не все, конечно, а так всегда. Хорошо. Ты строим в загон, не загонишь никого. Пускай популярный человек и так выкладывает свой контент. Заставьте их. Ну, то есть, я считаю, что раз уже нас всех там обязали в какие-то рамки, там что-то запретили, где-то отменили, кого-то отменили и так далее, можно заставить крупных блогеров дублировать контент для того, чтобы, если у меня проблема, например, с доступом к площадке, я точно знаю, что я приду, и он это продублирует. И государству, потому что государство финансирует наши площадки, это ни копейки не обойдется. Опять немножко не так. Не государство. Ну вот, например, да, там Газпром Медиа Холдинг — это коммерческая компания, да, с долевым участием Газпрома. Ну, как бы... Но все равно есть субсидии. Вот сейчас получила компания из 2 букв там что-то 40 миллиардов на развитие каких-то там сервисов. Конечно, но опять, это же не госучастие, не госуправление. Да, есть какой-то политический вектор, который в рамках внутреннего бизнеса соблюдается. Да, это логично. Ну, я бы, например, честно, так как у нас объективно, учитывая все, что происходило за последнее время, есть возможность там присваивать определенные статусы, запрещать, отменять и так далее, просто бы реально насильно бы туда всех привел. Вот у тебя есть аудитория, пускай она дублируется, и там пускай с разницей в день, там в 2, чтобы ты там набрал какую-то свою монетизацию доступную и так далее. При этом я вот буквально вчера перед сном листал импортный видеохостинг, мне попался паренек. Видео плохого качества, но с точки зрения съемки, но неплохой монтаж и очень интересные факты. И я прям подписался. И я понимаю, что, вот я, например, будучи там ответственным за тот или иной департамент, вот дал бы ему там возможность развиваться. Либо там краткосрочный грант без обязательств, либо, например, небольшой продакшн, да, потому что студии, я знаю, там строил Рутуб там в других регионах и так далее. То есть как-то подталкивать, вот освежить интернет, потому что вот ты правильно сказал, если я хочу узнать, как собрать там соковыжималку, я там найду это на Ютубе. Но человек, который, например, талантливо сейчас соберет из, там, не знаю, борковскую соковыжималку, либо у нас есть там бренд Tuvio и так далее, на них инструкции там очень плохие, распечатаны. Вот, его в Рутубе нет. Там и видеоинструкции плохие. Но я бы такое поддерживал. Почему это не делать? Зачем премиальные одни все? Опять тебе говорю, да, что это же все связано с тем, что все пытаются, всегда на 2 качелях у тебя что? У тебя аудитория, которая приходит на платформу что-то посмотреть, и рекламный инвентарь, который этой аудитории надо продать. Естественно, аудитория, массовая аудитория. Мы сейчас не говорим про то, что вот у Васи будет 100 подписчиков, они его будут смотреть. Да, круто. Но когда у тебя надо 85 миллионам что-то продать, посмотреть, а желательно, чтобы это был какой-нибудь длинный премиальный контент, который они посмотрят, перешлют, и сами еще пару раз пересмотрят,
то как бы вот с такими ноунеймами ты таких показателей не добьешься. Тебе нужны прям топовые ребята, которые будут вызывать это желание, во-первых, поделиться, сказать, а ты Вилса смотрел нового, условно говоря? Или ты ЧБД видел нового? Ну, Вилс и так просмотры отличные. И всей страной ржать над этим. Так прикол в том, что платформа пытается хотя бы как-то на этом заработать с точки зрения продажи инвентаря своего рекламного. То, что ее посмотрят, отсмотрят рекламу, открутится и так далее. Мы можем сказать, что Вилсаком. Значит, смотри, завтра не заходишь на Рутуб и ВК, у тебя максимум из доступной техники будет. Это вот отечественный аналог там ноутбука, и все. Ну, никому не интересно там смотреть Мосгор, эта платформа сделать не может. Понимаешь? То есть платформа не может перейти... По одному звонку, Следственный комитет. Да, ну... Не, это круто, конечно. И глобально это как бы... Такая схема тоже возможна. Но я не уверен, что это про творчество. Ну, кого это интересует? Времена-то такие. У меня нормальная предвыборная программа, на самом деле. Я, кстати, вот начинаю оправдывать некоторые действия теперь прям по ходу. Осознаешь, да? Короче, надо находить механизмы. Я скажу так, там, при товарище Сталине ты мне разбаловался. Будет контент Вилсакома на Рутубе, будет Вилсаком. Не будет контента, не будет Вилсаком. Ну, слушай, такой подход тоже мы переживали. Просто переживаешь, что он уже не станет премиальным на Рутубе, потому что у него уже есть канал на Рутубе давно. Ну, тут смотрите, тоже, знаете, как с чем сталкиваться приходилось. Многие начинали просто, ну, ввиду того, что как бы люди приходили, говорят, о, блин, а вот этого автора нет. А что вы сделаете? Он просто шел, ну, просто нонейм, неизвестный чувак, шел, забирал контент любимого своего автора с Ютуба. Перезаливал? И перезаливал на Рутуб. А с этим борются, нет? А тут прикол в чем? Следом приходит чувак с Ютуба, чей это контент, и говорит, удалите. Ну, а теперь представьте, это русский чувак, у которого свой в Ютубе огромный канал, так. У него есть альтернативный канал на Рутюбе, и вместо того, чтобы сказать, ребят, а может мы повзаимодействуем как-то, я у вас свой контент оставлю, вы передадите мне аккаунт, условно говоря, и мы будем жить дружно. Говорит, удаляйте, не надо мне. Фамилия, имя, отчество. Я тебе после передачи серия, расскажу. Паспорта. Там в районе Бауманской есть такое здание из 2 букв. Туда все так доносится. Вот. Ну, нет, проблема-то в этом. Не только тут автора насильно я знаю, мы делали затащишь. контент, например, вот у нас, и мы дублировали, у нас был свой канал, и кто-то его, получается, перезаливал на свой канал, и там тоже были неплохие просмотры. Причем люди писали, думали, что это оригинальный канал. И мы взвесили при равных прочих, что в целом за 2000 рублей в месяц монетизации устраивать войну с каналом, который тоже приносит просмотры, нет в целом никакого смысла. Конечно. Человек это заливает по той простой причине, что ему нравится, он это не монетизирует глобально, он не может... Прикол в том, что это же на твою популярность работает. Рекламу, да. Дополнительный охват. Канала, конечно. которые фиг найдешь там параллельно из-за алгоритмов, существует и в целом ок. Да. Но это мы такие. Так это, понимаешь, от качества человека зависит, я тебе скажу. Вот, мы пришли к тому, что если ты, уже будучи премиальным, не ведешь, не дублируешь контент, то шиш тебе, буржуй, наш аналог, деньги и все остальное, контракты. Вот идеи такие. Ты так осуждающий смотришь на меня? Да не. Слушай, ты сказал, что ты полгода уже не работаешь ага. у тебя. А почему? Слушай, ну я на самом деле выгорел, наверное, максимально. Вот это для меня это были 4 года очень тяжелой борьбы, в том числе с самим собой, потому что под таким давлением работать мне никогда не приходилось там за свою 25-летнюю карьеру. Ну вы представьте, вы приходите в сервис, который ненавидят все. Ну, я сейчас прямо говорю. Я тебе так скажу, есть сейчас другой сервис, который все это забрал на себя. Да, сейчас как бы это замечательно, да, но вот 4 года вот этой борьбы... У вас есть, в Рутубе есть киллер-фича, мне кажется, все любят ее, эту киллер-фичу, да, с фильмами и сериалами. А с фильмами... Если бы ее еще расширить на все страны СНГ, как-нибудь так. Ну, я не уверен, что это возможно вообще сделать, да, но честно скажу, что да, что, во-первых, давление... Рекламную кампанию, чтобы на российском VPN заходили. Просто. Ну, это да, это логично. Но опять-таки, да, когда на Рутюбе это начало появляться, то же тоже очень важный момент. Не все же можно выкладывать. Есть очень много, особенно там любимых кинопроизводителей в лице там всяких Netflix'ов, да, которые
повесточкой немножко не той занимаются, которые все хотели бы, привыкли, но и не хотели бы пропускать, потому что если вы можете обратить внимание, что во многих фильмах и сериалах они, назовем это так, которые размещены на платформе, и причем не только на Рутюбе, но там и в ВК, и везде, они обладают таким свойством, как цензурирование определенное. То есть некоторых сцен вы можете не обнаружить. Да. Вот. И в целом, как бы, такой подход объясним, опять-таки, законодательством нашей страны и объясним тем, что вот эта вот киллер-фича, да, она призвана-то, понятное дело, для чего, чтобы аудиторию чуть утихомирить, аудиторию чуть сделать что-то хорошее, да, создать вот этот флер позитивный, что вы у нас в стране, как бы, вы вот так вот с нами поступаете, а мы, пошли. На самом деле, я так скажу, у нас глобальный менталитет такой, мы любим себя ругать, любим все свое ругать, при этом своим пользоваться и даже получать это удовольствие. И причем, знаете, самое странное, что все это перекочевало и в интернет, то есть мы и в жизни такие, и в интернете мы такие же, да, ну, то есть, если вы обратите внимание, очень много феноменов таких, когда у нас на кого-то массово набрасываются, начинают его хейтить, полоскать везде, прям люто ненавидеть до какого-то момента, пока у него не происходит, не открываются какие-то подробности его истории, да, или не открываются каких-то более глубинных смыслов, которые он в какое-то действие свое закладывал. Сейчас не буду примеры приводить, но таких достаточно. Когда прям полстраны обрушивалось на человека, да, а потом скрывалось, что, это не так. И все массово начинают сердоболить, жалеть, вот это вот все свое прекрасное чувство все проявлять. И вот так у нас устроено. Это внутренний какой-то паттерн в стране. Много раз замечено. Мы достаточно агрессивные, негативные, да, но при этом в какой-то момент у нас это переключается как, не плавно, да, у нас там не колесики, у нас там тумблер такой вот прям срабатывает. И мы из негатива вот в этот сердоболизм погружаться начинаем. Вот можем ли мы тогда утверждать, что все равно у нас есть определенная, повторюсь, любовь к чему-то своему, но вот учитывая все там плюсы и минусы, и там определенные недостатки и все возможности, сказать, что вот наши сервисы, учитывая то, как против нас вообще глобально борются, сносят, удаляют, запрещают, искажают и так далее, могут как раз стать тем инструментом мягкой силы, через который мы будем доносить свои смыслы. И эти смыслы, мы что не будем их уничтожать внутри площадок, смогут распространяться. Я считаю, что да. Я считаю, что, во-первых, внутренне развивать надо. Опять-таки, мы уже сегодня говорили про то, что тренд на деглобализацию, такой, на локализацию, он активно виден, понятен, и в будущем он будет еще более сильно усложняться. Урсула фон дер Ляйен заявила, что там будем щемить и X, и TikTok, естественно, и естественно. Поэтому, я считаю, что свое развивать надо, но к своему относиться надо немножечко по-другому. Но, опять-таки, это взгляд человека, который внутри очень долго проработал, да, и смотрел на то, что снаружи происходит, что любой неудачный поворот головы, да, оценивается как нож в спину, предательство и то, что на парковке работать не будет. Вот. Но ни в коем случае. Опять-таки, мы должны понимать, что для нас это рынки новые, глобально, если смотреть. То есть это не то, что мы там стоим на, условно говоря, стоим у истоков и создавали это, собственно, мы пытаемся повторить. А повторить за кем-то всегда сложнее. Да, дорожка понятна, прямая, но это больше денег, больше времени, больше ресурсов. А как ты оцениваешь Европу? Потому что у них тоже, по сути, нет своих ресурсов, у них нет там своего браузера, у них нет своих мессенджеров нормальных, у них нет своей и той же видеоплощадки, потому что весь софт, все приложения, которыми они пользуются, это все американское. На международном рынке нету, это понятно. Да. Локально, скорее всего, что-то есть, но небольшое, неразвитое. Угу. Просто как они пройдут этот путь? Они также будут в него идти, если вот мы говорим об этом тренде, что... И с дата-центрами там проблемы, потому что все на американском. Конечно. С дата-центрами тоже проблемы есть. Угу.
но у них... Тут просто к глобальной теме хочешь перейти, вот как-то. Конечно, да. Но с точки зрения глобальности, я думаю, что в Европе будет сильно легче, потому что там их плотную связь с другим континентом, да, назовем это так, разорвать будет несколько сложнее, да, и как бы, хотя к этому потихоньку все возможно и идет. Ну, как будто бы идет. Смотри, они сейчас начинают штрафовать X, они начинают щемить TikTok. Вот эти все ограничения до 18+, тоже там начинают... Ну, вы вспомните, сколько мы же YouTube штрафовали. Там, по-моему, YouTube... Денег столько на планете нет, сколько они нам должны. Да, там же Царьград, если помните, блокировали же на YouTube очень долго. Или Спас, я не помню. По-моему, всех там. Вот. И там прям много судебных решений, там чуть ли не ярдовые долги на них висят. И сняли все со счетов, что как бы у них оставалось в России, они ушли из России целиком и так далее. Но они там также заявляют, что будут бороться против даже системы. Вот TikTok, да, он вызывает привыкание, шортсы вызывают привыкание и в Инстаграме, и в ТикТоке. Они даже говорят, что мы будем бороться с этой штукой, потому что она вызывает привыкание у народа. То есть просто не очень... Но это до поры до времени, пока не научатся это привыкание использовать в своих целях. Конечно, конечно. А чтобы использовать это же инструмент, ребят. Чтобы использовать в своих целях, понятно, что все американские приложения как бы этим занимаются. То есть, и когда TikTok зашел на американский рынок, его быстренько Трамп хлопнул и просто купил. Он купил только американскую часть. Да, он купил это американскую часть для того, чтобы когда сейчас будут выборы там в Совет и еще куда-то, там никакой левый контент не просочился. Ну и для того, чтобы как бы побороть эту систему, ее нереально побороть. Нужно только создавать свои приложения. Ну да, либо договариваться. То есть ты думаешь, они договариваются? Ну, это же политика большая, это же такой раздел сфер влияния. То есть они могут сказать, отдайте нам внутреннее управление европейским рынком себе, например. Да? Но опять это там фантазии, да, вопрос того, как это будет. Либо это может быть, да, реально какую-то там складчину Евросоюз возьмет и сделает что-то свое, например. Ну, опять-таки, по стопам Китая, если смотреть, да, они... Опять, важно понимать... Уровень цифровизации государства играет очень большую роль в этих нюансах. Потому что, например, то, что реализовано в России у нас, например, тот же сервис госуслуги. В Европе о таком остается только мечтать. Не понаслышке знаю, например, что там в той же самой Италии, да, чтобы получить какой-то документ, ты 3 недели будешь ходить, обивать пороги у всех инстанций, чтобы тебе его выдали. И то, дай бог, тебе его выдадут. Да, а тут ты в приложении за 2 клика можешь все сделать. Вопрос цифровизации государства. Потому что то же самое, банальный пример, ты в метро можешь просто, в нашем метро, просто свою банковскую карту приложить и пройти, не покупая каких-то билетов, проездных, вот этого всего, ничего не надо. Ты просто карту переложил и пошел. Все, до свидания. Вот. Такого в Европе, либо к сожалению... по биометрии. Да. Это была вообще фантастика. Недавно читал замечательную историю женщины, которая из Японии переехала обратно в Россию, и когда она пришла в магазин, в Пятерочку, по-моему, или еще куда-то, не суть важного, улыбкой расплатилась. Кассирша говорит, чего вы улыбаетесь? Она говорит, я улыбкой пытаюсь оплатить. Она говорит, а у вас карта привязана? Она говорит, к чему? Он говорит, к улыбке. И тут, говорит, я поняла, что я отстала прям лет на 10, наверное. То, что в стране уже даже в самых простых супермаркетах ты можешь улыбкой оплатить товары. Надо чаще улыбаться, поэтому... Конечно. Не, я к тому, что... Хотя наоборот, реже улыбаться, тогда экономнее будет. Я к тому, что уровень цифровизации государства в этом отношении очень сильно влияет на, в том числе, и вообще технологическую оснащенность. Опять-таки, смотрите, тот же самый Китай в Вичате... Как он его популяризировал? Он просто засунул в Вичат все, что можно, связано с банками, с госуслугами, со своими. Там можно даже билеты в кино купить. Естественно. Я жил 4 года в Китае и пользовался этим приложением. Оно крутое, оно непонятное ни хрена, там много каких-то кнопок, прям, оно такой прям сложный, насыщенный продукт. Вот. И если там европейские страны в эту историю пойдут, создавая что-то свое, то, наверное, это будет в каком-то формате вот таким вот там мультиприложением, да. Почему нет? Но такая фантазия, может быть, у меня и есть на этот счет. Помимо этого, все там с переживаниями за блокировки Telegram, да, начинают альтернативные мессенджеры себе искать. Сейчас какие-то корейские мессенджеры становятся популярными, которые все начинают пользоваться и смотреть. Опять-таки, не понимаю, зачем.
Ну, то есть многие говорят, вот там наши отечественные мессенджеры, все ложится товарищу майору. Блин, а вы что-то отправляете такое, что может их заинтересовать? Дикпики ваши никому не интересны. Простите, пожалуйста. Ну, серьезно. Мне кажется, что здесь больше люди вот идут против... Там, я думаю, что пофиг вообще на то, что майору, не майору, хотя кого-то, может, просто это и беспокоит. много возражений вот такого формата было. Ну, типа, ограничений свободы, ну, наверное, но если это как бы создает угрозу безопасности, то у нас много чего в стране угроз безопасности создает. Тут как бы с этим спорить тяжело. В данной теме, мне кажется, что вот из-за того, что людей заставляют насильно, да, вот это играет фактор, и они конкретно против этого и как бы они к национальному мессенджеру начинают относиться априори как бы с такой как бы неприязнью. Хотя, может быть, они и патриоты, хотя, может быть, они там и за Россию, за то, чтобы развивать внутренний продукт. Ну, на самом деле, это очень спорная тема, потому что тут, смотря какую позицию ты занимаешь. Мне кажется, если ты занимаешь позицию вот с точки зрения государства, и ты видишь риски, ты начинаешь думать, как тебе эти риски нивелировать, как тебе... Тут еще вопрос, что государство должно как бы хорошо объяснить человеку. Это другой разговор. Да, тут вообще базары ноль, как бы тут максимально все понятно. То есть если государство сможет это объяснить нормально, для чего это делается, по каким причинам, то и эффект будет как бы соответствующий. Мне такое, хорошие вещи не объяснять, не рекламировать не нужно. А финальный такой вопрос, сложный. Вот представь, что у тебя безлимитный просто бюджет, неограниченный. И любые возможности административного ресурса, в том числе, при желании. Так. Вот что бы ты сделал для развития отечественных площадок, чтобы вот они конкурировали на глобальном рынке со всеми популярными площадками, и при этом мы перестали что-то называть убийцей чего-то. Меня это просто убивает за тавтологию, да, когда мы не создаем что-то свое классное, крутое, а бесконечно пытаемся копировать, называя это убийцами. Только убийцы, как правило, у нас умирают быстрее, чем добивают, кого они были призваны убить. Вот безлимитный бюджет, безграничные возможности, что бы ты сделал? Купил бы YouTube. Что улучшить, может быть? Не, слушай, на самом деле глобально-то есть над чем работать, и даже без безграничного бюджета это можно делать. Вопрос мотивации. Вот какая мотивация внутри компании должна быть? Захватить власть во всем мире. Во всем мире нет. Ты не захватишь уже. Ты проиграл бой мировой. Важно понимать, что с миром ты тягаться в глобальном формате не можешь в одного. Локализуясь, да, ты можешь локализоваться, закрыться и сказать, вот теперь внутри воюйте. Ну, как бы нормальная, здоровая конкуренция между бизнесом. Вот это нормальная тема. Опять-таки, если говорить о том, что сделать, да, наверное, в первую очередь я бы смотрел, вот сейчас мы столкнулись с одной большой проблемой. Из популярных там контентоделов за последние там лет 5 кто новый появился? Сильно популярный, давай так, мега популярный. 350 тысяч в Ютубе, это популярно или нет? Ну, это нормально, но нет, я больше про там 10 миллионников, 15 миллионников. Нету. Столько людей уже, мне кажется, даже с учетом всех ресурсов, скажем, плюс ограничений, собрать, мне кажется, невозможно по одной простой причине. Раньше там блогеров, которые делают прям сложный контент, за которым интересно следить, там фильмы. Да нет, все смотрят хрень всякую, Паш, всегда. Ну вспомни, вот из 20-х годов, кто был популярный прям люто? Моргенштерн, Инстасамка. Ну какой они контент пилят? Ну у них 20... Тому, что, подожди, Моргенштерн, какой музыкальный контент? Ну серьезно, он там из дома пилил видосы, как они там альбом пишут. Я такое еще не... Вот как бы я вот про это. Многие там автоблогеры начинали фиг знает когда, и тогда было это там всего три блогера. Кто стрельнул-то вот там вот как бы за последние 5 лет, да никто. Потому что сейчас, не заработать, куча ограничений, третье, вот я, например, физически уже не подписываюсь практически на никого, столько всех много, что мне иногда переизбыток. Это называется переизбыток, да. Вот, потому что мне так хватает там новостей и в Телеграме и так далее, и вот я подписку ставлю, вот именно когда прям вот в душу. Причем бывает так, я канал смотрю, и вот где-то через месяц я такой думаю, убедил. Подпишусь. Вот это видео. Прям, то есть ты голосуешь доверием. Слушай, я так скажу, я все, что мне нравится, всегда поддерживаю
Фонарик аж включил. Я всегда поддерживаю либо просмотром, либо комментарием, либо даже рублем. Если это артист на концерт, если это что-то мерчом. Потому что я считаю, своих надо поддерживать везде. Ну вот смотри, да, я постараюсь ответить чуть-чуть развернуть и на твой вопрос, потому что ты обозначил очень правильные проблемы, с которыми сейчас сталкивается вообще рынок авторов. Огромный перегруз, огромное предложение, у людей не хватает времени все это посмотреть. Глобально сейчас, там, по замерам того же Медиаскопа, человек, в среднем россиянин, тратит на просмотр социальных сетей, видео и коммуникацию в мессенджере порядка 6 часов в день. Вот. А контент, как вы понимаете, как бы делается в разы больше. А сейчас, с учетом того, что ИИ активно внедряется в нашу жизнь, а с учетом того, что, например, в музыкальном рынке, простите, но это начинается прям дикий захват ИИшкой всех музыкальных рынков. Ну, потому что как бы тебе не надо ни студию, ничего не делать, ты просто за 2 минуты написал песню, выпустил ее, все, она полетела в рынок как бы. И это нормально. Ну, то есть это наше будущее. Важно понимать, что, мне кажется, в ближайшем будущем, там, в ближайшие десятилетки, да, контент уже не будет производиться вот как мы это привыкли. Вот так мы не будем собираться в студии с микрофончиками, лампово все это записывать. Не будем. Не будем. Я старовер. Смотри, Паш, тот контент, который мы сейчас делаем, это будет премиальным контентом. Вот массовый контент, который будет вот так вот, как пирожки, улетать, это будет все ИИ. Я прям гарантирую. Вот это будет массовый контент. Я хочу включить, я вот верю на самом деле. Ты хочешь заплатить 100 рублей, включить качественный контент и смотреть его. Нет, я вот так скажу. Я 2 года назад шел по набережной в Сочи и увидел анонс чувака из «Аншлаг», который надевал колготы и пародировал, нельзя на ютубе называть кого, и так далее. Я такой думаю, ёпрсы, но если он билеты продает, значит кто-то на это ходит. А потом, вот я последние там пару месяцев ловлю, мне так не хватает вот этого вот лампового ощущения. Крепоты тебе не хватает. Я там прямо сейчас пересмотрел там «Деревню дураков», там старые выпуски «Аншлаг», а их вообще смотреть невозможно. Паш, это старость называется. Будет канал типа ТНТ-4, там первый канал «Люкс», где будет старый добрый «Поле чудес», какая-нибудь «Беременна в 16», добрая какая-нибудь передача про животных и так далее. И я готов заплатить за подписку, если мне канал гарантирует, что там ни одного контента не будет создано при помощи искусственного интеллекта. Что это будет, если это историческая программа, то вот прям будет сидеть вот такой... Ты вот прямо сейчас подтвердил все мои слова. Я сказал, что это будет люксовый контент, за который ты будешь платить. Вот как бы за ИИ, как бы ИИ будет массовое, вот это B2C ширпотреб. И на этой позитивной новости я хочу сказать тебе спасибо. Нейрослоп. Да, надеюсь, что наши площадки будут развиваться. Огромное спасибо, что рассказал, как это устроено изнутри. Думаю, многим было интересно. Пишите свои комментарии, свой опыт. Все будем читать. И что, подписывайтесь, делитесь этим видео. До скорых встреч. Всем пока.